Всем привет! На прошлых выходных мы сходили с дочкой на выборы. Быстренько. А после я уже занялась ужином. Достала котлетки, которые недавно покупала. Хочу сейчас пожарить. А на гарнир я сегодня решила сделать гороховое пюре. Очень давно не было его у нас. Смотрите, какое оно прям такое мягенькое, классное. На улице такая замечательная погода. Слышно, как птички поют. Василиса у нас нашла место на балконе. А что, неплохо вот так вот смотреть свысока. Решили повезти ее в другой сумке. Смотрите, а ей там даже комфортней, чем в той зеленой. В своем доме ты не посидишь, всегда найдется работа. Либо работа тебя найдет. Муж занимался ветками, папа готовился к опрыскиванию всех деревьев, кустарников. Опрыскивали, пока нету почек еще. После обеда зашли в гости к маме с братом. У них, как и во многих огородах, начинаются огородные бассейны. Коты наши радуются солнышку, начинают уже беситься. А вечером мы решили сделать мясо на мангале. Получилось очень вкусно. А это у нас уже следующий день. Еду с работы. И вот она называется весна. Все плывет. И мы тоже. Дамир, поедешь со мной снимать мужа? Поехали. Все, поехали. Нет. Некоторым арчанам, кажется, уже пора обзавестись такими же сапогами, потому что порой без них обойтись просто невозможно. А такая же ситуация, как на улице Васнецова, есть и на других улицах нашего города. Как вы можете видеть, люди вот так вот переходят дорогу, потому что деваться некуда. Но в то же время можно наблюдать, как коммунальщики очищают водостоки. Но я думаю, что в ближайшее время вода отсюда все-таки уйдет. Сегодня сброс 800 кубометров в секунду. За ночь на полметра вода пришла при таком сбросе. До полного заполнения Иреклинского водохранилища осталось полметра. По этому поводу в администрации Орска прошло экстренное совещание по вопросам пропуска паводка. На пресс-конференции, которая прошла сразу после совещания, глава города Василий Казупица сообщил, что сброс воды сейчас рекордный. Что касается Орской дамбы, то глава города рассказал, она прошла осмотр и готова к большим объемам воды. Хочу сказать, что вчера лично проехал по дамбе, посмотрел ее состояние. Дамба рассчитана на достаточно большой объем, на сброс более 2500 кубов в секунду, поэтому дамба у нас достаточно надежное сооружение. Я уверен, что она выдержит нагрузку, которая придет сюда. Это на дырочку нашла, блядь, понял? Она в том районе прорывает. Вон, видишь, до дамбы хуйня вообще осталась. Да. А вон, смотри, метра 2 осталось. Я тебе говорю, ебать. Ебать, до дамбы метра 2 осталось, наверное. Просто посмотри. Сейчас я поближе подойду. Только не прыгай, Женя. Не буду, обещаю. Да, это же мало. Только в России, когда паводок близок, люди могут стоять на мосту и снимать всю эту хуйню на телефон. Орать это еще мало, блядь. Давай больше, блядь. Все, пиздец, мы поплыли, мамуля. Там, короче, все, прям полный прорыв. И мы поплыли. Это все, это, короче, утекает. Звоните, короче, всем, говорите, эвакуация полная, все, Старого города 100%.
Вы слышите звук какой? Все, пиздец. Во. Хуярит она там прям с дамбы уже прям, как будто здесь водопад. Бесполезняк. Это пиздец, блядь. Хуй они что сделают? Вот, короче, с Димкой катаемся, вот как вода идет. Вот мы стоим, и вот вода прибывает. Прям шпарит вода. Как-то так, вот она идет. Я отхожу, и она идет. Внимание, там 50 на 50? Типа, может протопит, может не протопит. Эвакуируют. Ну мы тоже уезжаем. Куда вы эвакуировались? В общем, мы на нашей улице. Вот. Мальчишки всякие разные. Новостроечную улицу уже затопило, я так понимаю. Вот они бегают по домам, стучат. И в наши ворота там стучали, выключили свет. Но воды пока еще у нас здесь нет. Они ждут, смотрят. Все, вот снарядились, красавчики. Но они не просто так снарядились. Ну да, ну да. Это все не просто так. Сейчас будут что-то они делать, наверное, да? А что они делать будут? Они будут спасать людей. Вода уже идет вот по... Сейчас через дорогу перейдет и будет в домах уже все. Вот она как прибавляется очень быстро, ребят, очень быстро. Саш, стукни... сейчас выйдет. Стукни соседям вон тем, что вода на огороде уже. Вот этим видят, не видят? Вот, блин, все. Все, свет вырубили, короче. Все, садитесь. Вперед, Миш, садись. Я здесь сяду, здесь телевизор и все. Сергей Васильевич, а если гребень плотины выдержал, а ее стало подмывать снизу, причем ее стало подмывать, видимо, заранее, в чем здесь проблема? Плохо сыпали? Вот это для меня тоже загадка, потому что в этом месте только какие-то факторы. Я предполагаю два фактора. Либо это человеческий фактор, кто-то машиной горизонтального бурения пробурил и проложил какую-то коммуникацию для сброса сточных вод, допустим, в Урал. Но посмотрев, в каком месте по съемкам, в каком месте получился проран, этот фактор у меня отпал. И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. И этой 2-3 сантиметровой дырочки, отверстия норки, хватило бы, чтобы вода пошла. Сергей Васильевич, через вы меня, конечно, дамбу. простите, пожалуйста. То есть мы строим за миллиард дамбу, которые грызуны прогрызли. Как это вообще возможно? Здесь надо термин говорить. Доброе утро. Старый город. Фурманова. Походу, я забыла купальник с собой взять. Улица 1 мая, остановка Соколова или Подзорова, как она? Ни одной маршрутки. 25-й где, бляха-муха? Хуярит. Хуярит. Ко мне во двор хуярит. Так, вот мы со Стасиком дождались. К нам идет вода. Здравствуйте. Стас и Михайлов и я не очень рады. Шурует, ребята, не по-детски. Вот, блядь, у нас тут потоп. Он загорает, блядь. Загорает, лежит. О, какая херня по нашей улице ездит. Вот для чего ее сюда пригнали, видать. Воды нормально прям. Прям нормально. Вон вишня наша. Венеция. Плывем. Вон колесо. Поехало.
Блин, шпалы хорошие уплывают. Отличная шпала. Так, а у нас, смотрите, во дворе уже заявились бобры. Наверное, они вот строят, помогают уже плотину. Наверное, Казупица им приказал, не знаю. Сидит. Нет, разбомбили-то другие, а эти строить приехали. Извините, вы оренбургские? Строить будете плотину у нас? Давайте, стройте качественно только. О, здорово, Тимай! О, привет! Привет! Сети поплыли ставить! Давно пора, блин! Стой, держи меня. Что там, канат? Хана, пиздец. Че ты ржешь уже? Уже, так, мальчишки поехали домой. Да, все, мальчишки будут на связи. Так, вон, ты видишь мой дом? Вон он мой дом, видишь? В смысле, я должен свой видеть, это свой вижу. Мой выше, чем твой. Вот который белое окно? А? Нет, зачем? Вот смотри, красная крыша Иркина, вот. А вон мой дом, видишь, УСБшка и такая серебристая крыша. Я вижу свой дом. Говорят, на Беломорской уже домов нету. Ну, нашего точно нету. Вот сейчас там на лодке плавали, спрашивал. Дульцево, вон дом. По окна. Ну, хотя вон... Не знаю. Что-то там какой-то кусок видно. Не знаю, что это за дом. Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо. Но ничего, Сань, не сделаешь. У людей у всех тут жопа. Тут народу просто пиздец. Не расстраивайся, жизнь продолжается, что бы ни случилось. Но у тебя дом просто в воде весь. Вообще его нету совсем. Вот он. Ванек, вот твоей мамки дом. Вот твой дом, который до этого ты жил. Костяна тоже. Камайна 50. Костяна снимаю. Костян, вот твой дом. Посмотри, что у меня сейчас. Пизда всему нахуй. Что творится во дворе? Ебать его насрать. Все нахуй всплыло. Катюх, это для тебя, любовь моя. Посмотрю, что там. Мусора толпу не буду запускать туда. Охуенная парикмахерская. Заебись. Все, пошли дальше. Зал. Извините, что темно. Свет не могу включить. Вот он, всплыл мой ламинат, который мне обошелся в 140 тысяч на весь дом. Куча долгов, куча кредитов. 3,5 миллиона кредитов, долгов и прочего. Кухня новая, которая, блядь, обошлась 200 косарей. А что скажешь по счету этой системы? Все нормально, а мы все держим под контролем. Главное, чтобы что не затопило. А так все нормально. Вода будет, но не сильно. А так все будет хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Это, сейчас Ленка звонила. К ним в школу Наследова приезжала там. Депутат
с нашей городской администрацией. Короче, сказала, что панику не сеять, нигде что-то они ничего не объявляют. Но, говорит, как-то по возможности корректно довести до родителей. Через 3 часа, ну, уже 2,5 осталось, ожидают большой приход воды. Сказали, 6-й микрорайон затопит. Дойди! Сейчас машина проскочит. Все, вода пошла в 6-й, в сторону 5-го даже. Охренеть можно. Тут воды. Ё-моё, смотри. Да. Все, короче, начало дальше топить. Все, он пошел к домам уже. КБ, панорама. Все, вода здесь и туда дальше. От перекрестка метров, наверное, на 300 точно вода вперед. Здесь, ну вот прям кончается. С той стороны все затоплено. Ребята, эвакуируйтесь. Патрули ездят, сообщают о эвакуации. Скорее всего, сейчас возле магазина «Пятерочки» в 6-м микрорайоне происходит эвакуация людей в пункты временного размещения. Смотри, тут движуха, на. Ебать. Там БРДМ вообще стоял. Пиздец, здесь движуха. А кто-нибудь знает, на Гагарине там сейчас какая обстановка? В новостях ничего нету. Смотрела сейчас. Гагарина все затопило. И вон там, где медтехника. А мы ехали, не было воды. Да. Все затопило. До моста затопило. Вот она водичка. И она пошла во двор. Вот сюда. Пахнет она не очень, кстати, вообще прям почему-то. Ну, кто в труселях выскочил. А кто-то бухой он ходит, у кого-то продолжается, все нормально. Так, это что за звери? Крысы! Все. Крысы бегут с корабля, значит. Вода заходит в подъезд. Чё, Аська, сегодня мы гулять с тобой не пойдем? Все, там даже уже забора практически не видно у домов. Вот, стою на козырьке крыши, которые на подъезде. Через окно вылезли вот мы. И ждем спасателей, ждем вот. Ждем спасателей вот. Мы до Гагаринского моста довезем и все. До Гагаринского моста. Новый мотоплуг там стоит, сука. Гаражей нету, конечно. Вон она. Смотри, там улицы тоже нету. В магазинах вода, Озон, Магнит Косметик, машины все бросили, блядь, вода. Желен. Даже газовики не решились ехать назад. Папина табачка, правильно, блядь, нехуй нам дорогу переграждать. Поехали спасать очередных жертв наводнения. Спасатели на лодках, все хорошо, все в порядке. Так просто половину всего затопило, вон мусорный бак плавает. Вытаскивают детей. Получаем. Вот с МЧСниками спасли. Ларь он твой непутевый.
Вон часть гусей. Вон они все мешки там вдали и уходят. О, непутевый. Ты что тут делаешь? Вытягиваем курочек. Спасаем курочек. С них по яичку. О, крыски. Вон там еще собака какая-то. Это ебанутый, я нахуй пытался, она нихуя. Вот собака выбралась из палисадника, которая была вот там. Сидит на заборе. У меня нет возможности подплыть, подойти к ней. Вот. Поэтому, кто есть на лодках, улица Ленина, дом 36, подплывите, пожалуйста, и заберите собаку. Она, думаю, дастся вывезти, потому что она уже тоже переохлаждена. Ну вот, ребята подплыли, собаку сейчас забирают. Так что, ах ты, собаку все-таки удалось, да, поймать. Сейчас ее вывезут на безопасное место. Так что спасибо неравнодушным людям. Вадим помогает. Ух ты, провал. Сейчас вывезут, так что все нормально с ним будет. Короче, я не успеваю за ними, они на моторе. Ну, вон они плывут. Вот вся это называется эвакуация. Вот корова и теленок, вон они плывут, бля. Вот так пиздец. Корова 2 суток простояла, бля, вместе с теленком. Хозяин без кота, без них. Фу, блядь, простите меня все вот это. Ну, вот это, короче, сволочная работа пермских, блядь, спасателей и всего остального, блядь. Которые плавают здесь, блядь, в бронежилетах, в касках, блядь. Из себя что-то строят, блядь. А теперь трупы вывозят, коров и скотину, блядь. С ранжитом пытаемся кошку, блядь. В коньке сидит с крыши. Вы, люди, не обессудьте, потом сделаем. Вон торчит. Боковушку еще вот эту. Открути. Открути вот эту, саморез. Она еще дышит. Ну, Ранжит спаситель. Ранжит, посмотри хоть. Кошку спас, крышу разворотил, сидела прям уже под углом. Наши едут, корову тащат, спасают. Она выйдет, что вы? Сейчас она из шока выйдет. Ай, стой! Выплывет сейчас. Блядь, забери, а! Блядь, ты посмотри, она в другую сторону. Блядь, быстрей, быстрей! у нее просто сил нету даже, не то, что она так, А кто здесь спасатели официалы? Нету никого? Нет, наоборот, вниз головой. Вот одна свинья плавает еще. Хори. Айда сюда, Хори. Она все, сил нет, она зубами держится. Блядь, здоровые свиньи. Остальные не знаю где. Где-то трупаки по-любому под водой. А под воду он уходит уже. Пиздец полный. Вот это улица 1 мая. Сейчас будем проезжать мимо Покровскую церковь. Куда такая молва была, что цыгане орудуют. Да, сказали, но шакалы. Я говорю, никогда цыгане плавучей нации не были. Вот они грузят, что-то грузят, вот.
ОСБ грузит. Сука, я не могу бросить, блядь. Сейчас моторка приедет. ОСБ грузит. Откуда он? ОСБ откуда? У меня, что ли? Ты зачем это забрал? Ваня? А прицеп зачем ты забрал? Тележку зачем забрал? Тележку ты чего забрал? Вот видишь, за тобой едет веселая машинка. На меня посмотри. Тебя знали в лицо. Ведь пол Оренбурга. Какое самое страшное последствие этого наводнения? Даже не мародеры. От мародеров пострадают, понятно, какие-то домохозяйства, но кто-то сумеет договориться. При наводнениях, при прорывах дамб самое страшное, что может произойти, это разрушение близлежащих кладбищ, скотомогильников, а вы не представляете, сколько скотомогильников находится вокруг вас, да, и очистных сооружений промышленных предприятий. Все это будет размыто, смыто и тонким слоем нанесено на огромную территорию. Охренеть. Девчонки по скорой, кто работает, говорит, очень много вызовов по городу, рвота, дресня. Люди уже болеть начинают, потому что болезней сейчас будет много кишечных. Поэтому набирай воду, кипятить не менее 10 минут. Возьми бутилированную воду, пока есть в магазинах, пока ажиотажа нет, запасись чистой водой. Даже зубы не чистить водой из-под крана. В ленте воды нет. Только в боржоме. Я сейчас вообще брошу, блин, прием. Ой, что вы говорите? Вы можете уволиться вообще отсюда. Да ради бога, легко. Ну и все. Ну и все, вы не имеете права меня снимать. Да что вы говорите? Знаете, какая статья? Да знаю я, какая статья. У вас будет статья. Воду прячете, блин. Народу стоит за водой, блин, они воду прячут. Тут волонтеры собираются. А так как воды в городе сейчас нету, в магазине не купить, ну, обычной. Вот здесь раздают воду просто жителям города, прям рядом с драмтеатром. Всем как бы 5-литровки раздают. Вот люди пришли получать воду, загрузили вот эти вот машины грузовые, куда-то отвозят пострадавшим, наверное. Тут люди пришли получить воду 5-литровую, чтобы питьевую воду, чтобы попить, и не дали никому. Мы такую фуру только разгрузили по пунктам временного размещения. Как вы разгрузили? Стоп! А Я вот они нашла грузят. себе временное размещение. Дайте мне просто воду. Они же разгрузили вот это. Подойдите газели, к пункту временного размещения. Вот они сейчас грузили газели и говорят, ну пошли смотреть. А если вы школа, сейчас я скажу, на Сорокина школа, не знаю, но в смысле, ну как если вот на потом какая там 8-я школа. 8-я на 4 пунктах размещения есть вода. Тогда они куда движение. Вы это сами лично знаете, что там закрыто движение, туда не попасть. Вот, Вы когда Сорокина. воду? Когда Вот на вставила свою крышу? На Сорокина вода. Сегодня будет на мясокомбинат, сейчас поедет еще фура Вы что, воды. мы же тоже не можем сразу для всех в один момент вам предоставить все. Вы будьте людьми. Мы же не Ты будь человеком. Мы не сидим сейчас на диване. Сам, небось, попил водички, да? Мы на диване не сидим. Мы А все где бросили ты? и пришли людям помочь. А надо было ему мозга включать раньше. И никто бы не сидел сейчас и не стоял здесь. Люди идут, собирают вещи для города Орска около БК. Привезли вот 2 машины, одну разгружаем. Там стоит еще одна газель, не знаю, сейчас будет видно, нет. Стоит еще одна газель. Люди пришли тоже с района с Москвы помогать. Там дальше цепочку. Давайте я дальше пройду, посниму, что там происходит. Для отчетности. Вон там дальше люди все это разбирают, распасовывают еду, воду, гигиенские принадлежности и так далее. Первый газель загрузили. Мама, куда относили все? Показать, что? Куда относили, говорю? Везде, вот. Там полкухни, половина еще. А ты что там можешь? Для отчетности.
Вот это только одну газель мы разгрузили, еще вторая часть подъедет, тоже будем разгружать. Так можно, да, последний, что мы все выложили? Да, конечно. Куча еды, куча воды. Вот столовая здесь у людей. Да, да. Здрасте. Лена Викторовна, а 8 немало нам будет? А то я прошу, хотели 2 бутылки дать. Нет, 2 Скажите, пожалуйста, кого обратиться, кто здесь старше? По складу. Здравствуйте, вы старше? Нет, я не старший. А кто старше? Я Вильяна Волонтера. Вот сколько воды, продуктов. Смотрите, люди. Картошки. Вы простые таксисты, кто пиарится сегодня в сетях и выкладывает, что он воду людям привез в майке с медведем, что-то раздает. Это люди всей страны помогают нам. Только почему-то от кого-то эта информация прячется, а от кого-то нет. Перегонная, улица Перегонная, дом 7. Люди, которые здесь помогают, тем более расфасовку делаем, пакетов не хватает, ходим, покупаем пакеты. Стоит тушенка, гречка. А грузим только хлопья и хлебцы, и туалетную бумагу, сахар там и все. Лежит картошка, еще вон сколько товара. Почему-то мы его не фасуем. Нельзя. Нельзя это трогать. Фасуем только один какой-то шлак непонятный. Губернатор Тулы прислал. Но если это все не попадет людям, мы зададим вопрос губернатору. В Орск по распоряжению Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков. Сразу же отправился осматривать затопленные районы, чтобы воочию оценить обстановку. Так, министр МЧС приближается ко мне. Сейчас покажу. Давайте притормозим немножко, я сниму его. Министр МЧС России. Еще бы Путина бы, блядь, прихватили сюда. Вот, я им машу. Помашите. Министр МЧС России. Ой, блядь. Во время проезда по улицам принял участие в спасательной операции. Чтобы эвакуировать женщину из квартиры, пришлось выламывать решетку на 2-м этаже. Пенсионерке помогли выбраться через окно. Она с трудом спустилась по лестнице в лодку. Эвакуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то. И шуток нет, вы сами видите. Мы одного человека вот сейчас спасали около 30 минут. У меня большая просьба сделать репост, потому что вышестоящее правительство думает, что эвакуацию нам объявили еще неделю назад. Но еще 5 дней назад нам говорили, что дамы выдержат, и все будет хорошо, и не нужно паниковать. А теперь мы без ничего. На самом деле эвакуацию объявили за часа 2-3, сейчас точно не скажу, до того, как прорвало дамбу. И то в другом районе города. Вот и все. Все, короче, к администрации побежали. Пипец там сейчас устроят. Я говорю, здравствуйте. Все в своих руках Это специально, да? Такой гол. Кто это? Нет, вот эту. У них погонов. Казупица? Вышел все-таки. Давайте это следом туда, мы уже там, блядь, порвем здесь все. Отставку!
Сейчас мы определяем инициативную группу. Группа заходит. Нет, группа заходит. Если не получится поговорить, кто есть? Куда идет? Инициативная группа. Всегда, когда горе в другой стране, Путин отправляет туда. Всех горе! В каком-то Оренбургской области мы никто. Слушай, братух, давай без мата. Не могу. Я русский человек, понимаешь? Это все по-русски выражается. Друг, я понимаю, все. Без мата не получится. Понимаешь, чтобы президент не посмотрел на этот бардак, на это стадо какое-то. Давай все это. Бардак, знаешь, когда Бардуха начался? И отправим. Когда здесь наебалово, когда здесь деньги просто начали обмывать себе в карман, вот тогда здесь начался бардак, понимаешь? А не тогда, когда здесь человек стоит, который просто нахуй затонувшим домом. Понимаешь, затонувшим домом стоит и матерится. Это не бардак, Да, я это воля эмоций. с головой, вот так. Я просто очень хочу вам сказать, что, уважаемые арчане, все точно знают ваши тревоги. У нас в Оренбурге сейчас происходит то же самое. Я точно так же лишилась, как и вы, своего жилья. Поэтому не надо говорить, что вы здесь, арчане, самые пострадавшие. У меня точно так же, как и у вас сейчас, семья находится у родственников, муж и 2 детей. Поэтому я вас прошу относиться с большим уважением к нам, ко всем, потому что мы все с вами в одинаковой точно. Простите, пожалуйста. Я же говорила. Вопрос, можно вопрос? Конкретный вопрос. Можно конкретный вопрос? Конкретный вопрос. Тише. Так, телефоны все убрали. У нас тут есть правила. Тише. Телефоны все убрали. А как мы потом докажем, что нам такое... Здесь пресса есть. Вот у вас куча прессы, вон стоит. А пресса вырежет. Давайте это еще раз. Мы пришли подавать. Вы не против, что я пришел? Нет, вы не против. Телефоны все убрали. Ситуация продолжает развиваться. Сейчас не время оценки ставить. Это первое. Вы знаете, что по поручению президента на место на выходных вылетел срочно министр Куренков. Он находился там. Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано. Ну, вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации. Грызуны, грызуны, чему ж вы подельники? Грызуны, грызуны, разгрызли бюджет страны. Грызуны, грызуны, чему ж вы подельники? Грызуны, грызуны,